предыдущем видео про путешествие в Сальту мы вам рассказывали о том, что мы заселились в апартаменты. Они были, к сожалению, к нашему не очень хорошего качества, но зато вот очень интересный подземный паркинг там был. С пультика открываются ворота, ты заезжаешь, можешь нажать кнопку, либо нажать кнопку на пульте. Видите, я это делаю. И, соответственно, система закроет ворота, и ты поднимешься наверх и выйдешь. Однажды я наблюдал, как это делал Ford F-150, он еле-еле поместился. Благо наш Chevrolet Spin, он поменьше, и мы в идеале туда прям вставали. Это я все к тому, что Аргентина не перестает нас удивлять. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас вспомнил, в каком путешествии он ехал с открытым ртом практически всю дорогу. Я вот точно с уверенностью могу сказать, что в провинции Хухуй я именно так себя вел. Я не мог оторваться, я не знал, что мне снимать, что не снимать, потому что снимать хотелось абсолютно все. Только я клал телефон, выключал его, выключал точнее камеру, и снова какое-то красивое место, снова крутая и красивейшая долина, снова эти горы, этот туман. Я просто в шоке до сих пор. Я сейчас пересматриваю это видео и понимаю, что я, наверное, хотел бы со стопроцентной вероятностью вернуться туда же, построить там дом и пожить там какое-то время. Я думаю, это был бы супер крутой и нереальный опыт в моей жизни. Чего себе он носится? Как он в поворот будет заходить? Просто сумасшедший. Мы посетили совсем небольшой туристический городок под названием Пурмамарка. Этот городок нам рекомендовал наш риэлтор Татьяна, за что ей отдельная благодарность. Я знаю, она смотрит наш канал. Сейчас мы находимся на центральной площади, где местные жители продают свои изделия, которые делают вручную. То есть там глиняные горшки, какие-то вязаные шарфы, одежду. Мы вот с Настей прикупили себе по паре теплых носков с изображением ламы. И сейчас, когда бывает прохладно у нас в доме, мы одеваем эти носки и вспоминаем про наше супер крутое путешествие. Мы решили подняться здесь на смотровую площадку этого городка, откуда открывается супер классный и крутой вид на горы 7 цветов. Сейчас я взлечу на коптере и покажу вам эту красоту с высоты птичьего полета. И я думаю, вы зацените эти виды, они не оставят абсолютно никого равнодушным.
Ну а после Пурмамарки мы выдвинулись в сторону Салинес Грандес, это безумной красоты Солончаки, и увидели вот такую долину кактусов, представляете? Здесь кактусы просто ростом с человека, а то и выше, наверное. И, если честно, я ожидал, что я смогу увидеть это где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, либо где-то еще, может быть, в Мексике, но никак не в Аргентине. Но видите, как я ошибался. Здесь очень красиво, я рекомендую каждому остановиться здесь, пофоткаться. Здесь, видите, много разных растений, помимо кактусов, очень таких необычных, каких-то с колючками. И очень-очень красивый вид открывается на вот эту долину, только посмотрите. Я не знаю, там можно остаться, наверное, расстелить какой-нибудь плед, если не будет холодно, и просто часами медитировать. Там очень редко ездят машины, и, наверное, место как раз очень сильно подходит для медитации. Ну а дальше мы покоряем горы, наверное, в прямом смысле этого слова. Движемся на высоту, по-моему, 3 либо 4 тысяч километров мы забрались. Здесь уже нас встретил безумный сильный туман. Видимость была прям, наверное, метров 10. Я решил выйти, посмотреть, как оно там. Девочки остались в машине, вот. Температура за бортом была минус 2 градуса, представляете? То есть внизу, в принципе, было прохладно по сравнению с предыдущим днем, да, если мы в Сальте ходили в футболке и в шортах, то здесь я одел несколько кофт, вышел на улицу, и буквально через 2 минуты я уже обледенел и забегал в машину, вот, ну, настолько было холодно на улице. Но вид, конечно, здесь просто потрясающе открывается, еще и этот туман, он придает такой какой-то очень интересный тон всему путешествию. В общем, было нереально круто, но, к сожалению, мы решили дальше не ехать. Мы были с ребятами, они были с ребенком, и им было достаточно боязно продолжать маршрут, и мы приняли решение, что мы вернемся и когда-нибудь, наверное, в следующий раз поедем вместе с Настей и обязательно доедем до Солончака, посмотрим на эту красоту, и будет опять же тема для нового влога, будет что-то новое. Смотрим в горах какой-то вход куда-то. Сейчас пойду проверю, что там. Девочки остались в машине. Они не настолько экстремалы, как я, боятся. Я пойду посмотрю. Там какают. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can afford. This is goodbye, bye, bye.
Смотрите, как собака радуется своей хозяйке. Qué lindo. Ай, какой. Ай. Она ему кушать несет, и он вот прям счастлив. Ой. Даже собаки в Аргентине особенные. Мы были в горах, видели облака. Там очень круто, очень красиво. Я вам показал уже. Или покажу сейчас. А сейчас зайдем вот в этот ресторанчик. Вот в этот. И покушаем там чего-нибудь вкусненького. Вот так вот выглядят кактусы, посмотрите. Красота. Вот, пойдемте покушаем. Сейчас посмотрим, что за ресторан. Ой, тепло. Оля, ¿qué tal? Так, очень здесь колоритно, интересно. Меню какое классное. Такая вот красота. Эмпанадосы по 150. Умитасы по 600. Тамалес 550 и 556, наверное. Еще что-то. Локра здесь есть тоже. В общем, цены очень приятные. С Буэнос-Айресом не сравнятся. Родриго? Родриго. Sí, sí. Алехандро? Алекс, я тоже Алекс, sí. Ahí tenemos a nuestro colega, mujeriego, anda con todas las mujeres. Со всеми, в общем, он нас познакомил, назвал каждого имя. Веселый парнишка. Bien. Даже уже не в Сальте, а мы в Хухуи. Да, в Хухуи эмпанадосы великолепные. Вон Настя лопает за обе щеки. А рядом парень играет на гитаре, но, не знаю, слышно вам или нет, но он не захотел, чтобы мы его снимали. Ну, стесняется, видимо. Soy un paisano serio, soy gente de remar, soy Valerio que en donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, purísima voz en mi canto sigo, el agua mansa y tu suave danza en el corazón. Нам принесли жаркое из козленка. Это очень вкусно. Сейчас будем кушать. Стоило что-то, ну, совсем копейки. Так что приезжайте в Пурмамарку и обязательно зайдите в этот рестик, вам очень понравится. Ребята очень колоритные, играют музыку. Нам так повезло, что для нас сыграли. Для вас, может быть, тоже сыграют. Мы покушали, было очень-очень вкусно. Нам очень понравилось. Рекомендуем это место, персонал, ну, супер классный. Естественно, все были удивлены, что мы из России. Я думаю, вряд ли они знают, где Россия. Какая-то тусня, я должен заглянуть. Ребят, нам вот непонятна одна вещь. Зачем аргентинцы включают аварийную сигнализацию на подъезде к пропускному пункту? Если знаете, напишите нам в комментах. Мы реально не знаем. Вот они, наши чемоданы. Мы прикупили себе ящичек винишка вкусненького. Ну, себе и на подарок друзьям. Так что в путь дорогу. Настало время возвращаться домой, в Буэнос-Айрес. Сейчас мы позавтракаем и отправимся в долгий путь. Нам нужно проехать 1500 километров отсюда. Если верить навигатору, скорее всего, больше. Заедем в Кордову, там переночуем и поедем дальше в Буэнос-Айрес. Время в пути у нас должно занять всего лишь 2 дня, поэтому совсем скоро мы будем дома, заберем Рэя с передержки от Тони и Ани. И, наконец-таки, поспим на нормальных кроватях, потому что все эти отели, квартиры, такое разнообразие вот этих всех матрасов, на которых ты спишь, один жесткий, другой мягкий,
В общем, практически везде, кроме Хилтона, наверное, было не так удобно спать. Да даже в Хилтоне я лег на эту кровать и понял, что она мега жесткая. Но зато быстро уснул, видимо, сильно устал в дороге, и у меня не болела спина. А здесь, в этой квартире в Сальте, которую мы сняли, у Насти очень сильно болит спина. У меня более или менее. Вот, ну, в общем, рекомендация. Если едете куда-то отдыхать, бронируйте сразу хороший отель. В общем, как-то так. Мы отправляемся. Пожелайте нам хорошей дороги. Увидимся в Буэнос-Айресе. Наконец-то мы выехали из Сальты. Навигатор нам говорит о том, что до Кордовы нам ехать 10 часов, но навигатор еще не знает, какие приключения нас ждут впереди. Мы надеемся очень сильно, что совсем скоро мы доберемся до Буэнос-Айреса, не только до Кордовы, и наконец-таки поспим дома на удобных кроватях. Мы как-то пост проезжали, и мне полицейский говорит: включи свет, у тебя выключен. Он даже нас не останавливал, он просто показал: включи свет. Понимаете, вот, этот уровень, насколько здесь все по-другому. Здесь не нужно бояться полицейских, как мы это делали в России. Пост проезжаешь, и яйца сжимаются сразу. Потому что думаешь, стопудово меня сейчас остановят, найдут какую-то причину, вот, и там выпишут мне штраф, либо еще что-то. Когда мы были еще в Буэнос-Айресе, было пару дней, когда в городе прям стоял смог и было невозможно дышать. Мы не очень понимали, подозревали, что жгут, наверное, поля, но когда мы выехали в путешествие, мы обнаружили, конечно, огромный масштаб этих пожаров, и жгут не только поля, жгут траву, причем где-то это на окраине, а где-то это происходит именно возле домов людей. Также мы проезжали очень интересную, красивую стелу, которая была на реконструкции. Стела изображала какие-то сражения полководцев, и рабочие увидели, что мы снимаем это на коптер, и махали нам, собственно, как и все аргентинцы, были очень приветливы. Мы тут ехали мимо какого-то поселочка, и там ребята стояли с фруктами, я не удержался, купил немного, сейчас вам покажу. Стоило 1000 песо. 1000 песо это 200 рублей, чтобы вы понимали. Сейчас я покажу вам, сколько я набрал фруктов на 200 рублей. У нас как бы немного грязи, мы в 10-дневном путешествии, вы это должны понимать. Здесь 2 сетки апельсин разного сорта, и там еще лежит пакет с клубникой, там килограмм клубники. Кстати, они здесь вообще не заморачиваются насчет того, чтобы машина была на нужной полосе, в нужном месте на заправке, чтобы бак был с той стороны, где сама колонка. Они просто заправляют, как человек подъехал, так и подъехал. Так что мы здесь не заморачиваемся. Смотрите. Вот он заправлял, он тянулся все это время, прям тянул этот шланг. Но загорелся чек. Возвращаемся в ближайший город, в котором мы были 10 минут назад. Я на коптере там летал, вроде бы достаточно большой. Сейчас попробуем найти станцию техобслуживания. Рабочий день уже подходил к концу, к сожалению. Мы заехали в несколько мастерских. В одной из них не было диагностического оборудования, другая уже закрывалась, а третья уже была закрыта, поэтому мы решили продолжить свой путь в Кордову. Только представьте, вы в незнакомой стране, в каком-то месте очень-очень далеком от цивилизации, от любой провинции, где нет ничего и только изредка проносятся фуры. Вам было бы страшно? Вот мне нет. Настя немного побаивается, но она со мной, поэтому все хорошо у нее. Вот, кстати, проезжает какая-то фура. Но эти фуры здесь проносятся достаточно редко. А у нас горит чек до сих пор. И вот непонятно, до какого места мы дотянем, и подведет нас машина или не подведет. Сейчас выходил записать видос и смотрю, а тут такое звездное небо, такая красота, просто, о боги. Подъезжаем к посту, либо к какому-то участку, где ограничения скорости начинаются, там типа 80, потом 60, затем 40 и так далее. Так вот, висит знак 80, потом 60, потом 40, потом снова 60 и через 20 метров снова 40. Может быть, местами перепутали, может быть, еще что-то произошло,
но очень интересно. Местные вообще не соблюдают этот скоростной режим, то есть 60-40 он будет валить сотку. Вот, и только изредка они притормаживают. Ну, видимо, где они знают, что какой-то полицейский контроль будет, там, возможно, они будут приостанавливаться и останавливаться на этом полицейском контроле. Но это не точно. Там, где двойная сплошная и многие туристы будут плести 70, найдутся смельчаки, и их достаточно много. Они обгоняют через двойную сплошную без проблем, на бешеной скорости и нормально. Вот. Мы, естественно, как туристы и как люди, которые уважают другую страну, решили такого не делать. Мы себя культурно ведем везде и во всем. Просыпаемся мы сегодня в Кордове утром от стука от какого-то. Я открываю, не могу понять, откуда он, открываю окно, а там оказывается вот что. Приехал цирк, и они натягивают все эти пологи. Вчера мы приехали в Кордову, заселились в Holiday Inn. Сделаем рум-тур. Такой у нас скромный номерочек. Шикарнейшая огромная кровать. Телевизор, которым мы не пользовались и не воспользовались бы вообще никогда, наверное. Потому что мы такое не смотрим. Какой-то стул, можно поставить компьютер. Все, в общем, скромно, но со вкусом. Удобное очень расположение Holiday Inn. То есть, когда мы ехали из Сальты, заезжали в Кордову, мы только заехали в нее, и тут же отель. Ну, буквально там, я не знаю, несколько километров мы проехали вглубь города. Очень удобно, очень классно. Ну, вон ребята забивают, видите, клины. Так он фигачит этой кувалдой. Красавчик просто. Вот так вот он выглядит. Стоил 26 тысяч песо. Подошло к концу наше проживание в Holiday Inn. Последний отель, в котором мы ночуем в этой поездке, и очень красивые интерьеры у него в зале, в холлах, в коридорах, вы можете как раз это сейчас увидеть. И в целом нам понравился отель, несмотря на то, что постройка чуть более старая, чем у Хилтона, в котором мы останавливались в другой провинции. Но в целом было очень неплохо, нам очень понравился ресторан, который работал супер допоздна, то ли до часу, то ли до 2, потому что мы заселились ближе к 12 ночи и успели вкусно поужинать. При выселении увидели, что в отель заехала большая компания пилотов и бортпроводников. Всегда это вызывает какую-то улыбку и ностальгию по перелетам, по аэропортам. Очень интересный интерьер, вот можете сейчас тоже увидеть, необычный, достаточно современный. Нам осталось всего 800 километров до Буэнос-Айреса. Мы выехали с Кордовы, побыли там буквально, наверное, 30 минут и решили ехать обратно, чтобы пораньше приехать. И сегодня, наверное, сдадим автомобиль, потому что у нас завтра куча дел, накопившихся за время путешествия, которые нужно решать с самого утра. Сейчас по классике заправим полный бак бензина. У нас, кстати, перестал гореть чек. Как я и думал, это, скорее всего, из-за некачественного бензина, хотя заправлялись на Shell. Сейчас заехали на UPF, зальем здесь полный, но думаю, что чек не должен загореться снова. Когда мы ехали в это путешествие, я ожидал, что мы увидим по дороге много различных плодовых культур, там каких-нибудь яблок, апельсин, мандарин, еще чего-либо, черешни, возможно. Но всего этого мы не встречали. И лишь когда подъезжали уже к Буэнос-Айресу, нам оставалось каких-то 500 или 600 километров до нашего города, мы увидели фуру, груженную апельсинами. И я понял, что нужно запускать дрон где-то рядом. Вот все это произрастает, и увидели вот такую вот рощу. К сожалению, урожай уже здесь был собран, поэтому мы видим такую картинку. И вот увидели ребят, которые едут на ослике в своей какой-то карете,
Было очень прикольно. В Аргентине у водителей дальнобоев очень интересно, что сзади на прицепе 2 номера. Номера абсолютно одинаковые. Кто-то их вешает вот так вот по обе стороны, кто-то 2 ряда там прям посередине прицепа. Если знаете, напишите в комментариях, что это вообще такое и почему нужно 2 номера. То есть везде в тех странах, в которых мы были, мы видели 1 номер у дальнобоев, а здесь их 2. Когда из Буэнос-Айреса выезжали, наверное, до Санта-Фе мы ехали по автописте. Автописта — это автомагистраль, вот, где несколько полос движения в одну сторону, несколько полос движения в другую сторону. Вот видите, сейчас нас потряхивает. То есть не везде они прям хорошие, идеальные, есть где-то кочечки, но, как я говорил, ехать можно. Так вот, вот тот участок дороги от Буэнос-Айреса был как автомагистраль. Только мы свернули в Санта-Фе и поехали дальше в сторону Сальты, дороги такие закончились, начались обычные двухполосные. То есть, если едет фура, тебе нужно высматривать, как-то обгонять ее. Но, опять же, как я говорил, отталкиваясь от того, что здесь не так много машин едет, обгонять одно удовольствие. Но нет такого, когда ты плетешься долго за кем-то. По крайней мере, вот сейчас, когда мы едем не по туристическому маршруту, когда мы ехали, там несколько дней мы ездили снимать с дрона каньон, вот, там, конечно, да, там туристов много, там также двухполосная дорога, и достаточно сложно было обгонять, потому что везде двойная сплошная, ну и мы не знаем, где есть какие-то полицейские, будут они стоять, не будет их, в общем, рисковать, естественно, не хочется, поэтому едешь там 70 километров, плетешься, и только тогда, когда вот начнется все-таки эта обгонная полоса, и с кайфом прям весь этот рядочек пенсионеров обгоняешь. Смотрим указатели, что будет Париша. Мы, естественно, захотели заехать, потому что покупали в какой-то провинции, не помню уже где, вкуснейшие хот-доги, так их назовем. Ну, в общем, заехали вот в это прекрасное место. Только посмотрите, как здесь все оформлено. Очень необычно. Очень много всего. Все это под каким-то навесом. Такой, знаете, вот прям, реально Дикий Запад. Настя там уже кошка атакует. Здесь тоже куча всего, что можно купить, всякие подделки. Вот такие вот столики, можно посидеть, покушать. Сейчас мужчина готовит нам вкуснейшие, опять же, хот-доги, назовем их, видите? Дрова, угли у него там. Вот такая заправочка будет. Это как называется, он говорил? Это соус чимичури. А это вот такие томаты пикантные, супер вкуснейшие. Вот и будут наши 2 хот-дога. Чимичури немного, а вот того соуса прям побольше. И вот так здесь самообслуживание, можем сколько угодно соуса себе положить, какого угодно. Хотя тут выбор небольшой, я как будто бы говорю, что их здесь прям масса. Вот, но это потом настолько вкусно, просто пальчики оближешь. Ну и вот он, наш бутер. Огромнейший. 600 песо отдали за 2. Чем ближе к Буэнос-Айресу, тем дороже. Раньше я думал, что я такое увижу только где-то в фильмах и не более того. Но оказывается, все это дело иногда приходит и в жизнь. Главное уметь мечтать. Ай, песик, ай, какой ты. А ты жопа, вот ты играть любишь, да? Вот ты играть, все, фу. Видите, какой игривый пес. Все, сидеть. Ай, ты какой, ай. Молодец, все, пойдем посмотрим, пойдем, владение покажешь.
Наша машина продолжает себя неадекватно вести, и для того, чтобы продолжать нам наш путь и добраться все-таки до Буэнос-Айреса, нам нужно каждые 50-100 километров останавливаться, давать ей остыть, и тогда только мы можем ехать дальше. Но я совсем забыл показать вам пастбища, которых просто бесчисленное, наверное, количество в Аргентине. Они настолько огромные, там настолько много коров, лошадей, овец обитает, что как бы я даже на коптере не смог все пастбище облететь. Меня тут, кстати, птица чуть не сбила, вот вы ее сейчас видите. Ну, было, в общем, интересно. Эмпанадосы, мы, наверное, уже говорили, это местные пирожки с различной начинкой, мы всегда берем с мясом, ну, на крайний случай с сыром. И по всей стране они разные. В Буэнос-Айресе, ну, пирожки как пирожки, какого-то особого кайфа мы не испытывали. И эксперты, знающие люди, нам сказали, что это надо кушать в Сальте, начиная там с какого-то городочка. Вот, и действительно в Сальте это было потрясающе. Я как истинно южный человек сравнивала эмпанадосы с самсой, и вот в Сальте, собственно, все срослось, это было идеально вкусно. Но самое интересное нас ожидало по дороге из Кордовы до Буэнос-Айреса. Мы отъехали от Кордовы совсем недалеко, заехали в какой-то небольшой городочек перекусить. И когда покупали, нам продавец говорит, вам сладкие, или следующее слово мы не поняли, но потом она пояснила, что или с лимоном. Мы решили попробовать и те, и другие. Сладкие эмпанадосы, то есть в фарш добавляется сахар. На вкус интересно, очень даже неплохо. А вот с лимоном это достаточно странное сочетание. Мы решили, что если нам предложат еще, то мы возьмем с сахаром. Очень много стоит полицейских пунктов контроля, но ни на одном из них нас не останавливали. Только тогда, когда мы в Кафешаты въехали, там прям много стояло полицейских, и мы им сами протянули наши документы, так они просто нас остановили. Вот. Они, видимо, ведут подсчет для, я не знаю, для государства, возможно, для какого-то там органа, который контролирует туристов. Вот, спросили, откуда мы, записали себе куда-то в блокнотик, что мы из России. По пути было достаточно много участков с ремонтными работами. И, что забавно, навигатор нам сообщал, что впереди опасность. И на дорогу выходили дорожные рабочие, и перед каждой машиной махали флагом. Мы сначала не могли понять, что нужно делать, то ли остановиться, то ли замедлиться. В общем, мы не знаем, что это за такая местная фишка, но было достаточно забавно. Мы хотели заснять, но встретили их всего дважды, поэтому не удалось. Друзья мои, спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. В предыдущем видео вы просили в комментариях рассказать о стоимости аренды авто и других тратах. Сейчас я озвучу некоторые цифры. Мы проехали 4500 километров. На аренду авто потратили 168 тысяч песо. На бензин ушло 73 тысячи песо. И в закрепленном комментарии я укажу все расходы в долларах и в рублях. Подписывайся на наш канал и пиши больше комментов. Пока-пока!